Страусы представляет невидимые опасности пластика. Так что нас убивают не отходы. В любом случае, не сразу. Привет! Как ты думаешь, в чем самая большая проблема пластиковых отходов? Потому что, видишь ли, пластик повсюду. И ты много слышишь о пластиковых отходах, но что ты слышишь? Что люди рассказывают тебе об этом загрязнении? Знаешь ли ты самую большую опасность? Нет! Мы рассмотрим, почему это загрязнение вызывает такое беспокойство. Почему это может привести к регулированию численности населения планеты, как и регулирование дикой природы, которое уже происходит. Для начала послушаем, что скажет исследовательница Натали Гонтард. Самая большая проблема. Привет, Наталья. Когда мы говорим о загрязнении пластиком, мы говорим об отходах. Это отходы, которые имеют свою особенность. Когда мы говорим о загрязнении окружающей среды пластиком, зачастую трудно понять, о чем идет речь. Очень часто то, о чем мы думаем в первую очередь. Это правда, мы думаем о макроотходах. Это мусор, который мы видим. Мусор, который мы собираемся выбросить. Мусор, который мы находим в природе. И уродливый мусор. Отходы, которые убивают животных. Отходы, которые убивают животных. А пластик — это не отходы, которые убивают нас, по крайней мере, не сразу. Но не в этом кроется опасность пластика для нас и всех живых организмов на Земле. И часто, когда мы также думаем о пластике, мы думаем о его углеродном следе. И мы думаем об изменении климата. И все же опасность пластика кроется тоже не в этом. Так что это правда, что часто нам трудно понять, что это за загрязнение, о чем мы на самом деле говорим, когда говорим о загрязнении окружающей среды. Когда мы говорим о пластиковом загрязнении, мы говорим о пластиковых частицах, то есть именно пластик ведет себя совершенно определенным образом. И такое поведение начинается не только тогда, когда он становится отходчивым. Все начинается с его производства. Такое поведение – очень специфическая форма старения, которую не демонстрируют другие материалы. Это материал, который будет фрагментироваться, но в течение очень долгого времени. И мы можем сказать, наконец, есть и другие материалы, которые сохраняются очень долго. Бумага, картон, дерево тоже распадаются, но за гораздо меньшее время. Тогда как пластик служит веками и столетиями, на разложение древесины могут уйти десятилетия, но в итоге мы не получим частицы древесины, сохраняющиеся тысячелетиями. По сути, это еще и эта фрагментация. Например, материалы на основе стекла или металла тоже сохраняются, но они не фрагментируются. Другими словами, они солюбилизируются и затем могут снова войти в геохимические циклы. Биоразложение. Чтобы понять эти геохимические циклы, давай рассмотрим на примере круговорота органических веществ. Это круговорот всего, что ты ешь, а также растений и животных на земле. Возьми пример с листьями, падающими на землю в лесу или в твоем саду. В природе все живые организмы называют органическими материалами, потому что они содержат углерод. Углерод – необходимый элемент для жизни. Например, растения поглощают углерод из атмосферы благодаря фотосинтезу. После смерти углерод, содержащийся в этих растениях, возвращается в природную среду, пройдя ряд преобразований. Это называется биоразложение. Большая часть материи распадается на все более мелкие кусочки под воздействием физических и биологических факторов. Когда вещество достаточно разложится, оно постепенно усваивается микроорганизмами, например, бактериями. На последней стадии биоразложения, она называется биоассимиляцией, остается лишь углекислый газ, попавший в атмосферу, вода и богатые углеродом органические вещества, известные как биомасса или гумус. Эта новая биомасса естественным образом удобряет почву и стимулирует рост новых растений. Это первая серьезная проблема. Пластик не поддается биологическому разложению. Это значит, что пластик не может быть расщеплен живыми организмами. Нет, нет, нет! Возьми листья деревьев, которые падают в твоем саду. Листья никогда не скапливаются в твоем саду, потому что у нашей экосистемы есть биологические инструменты для разложения этих материалов. Это позволяет дереву восстановить питательные вещества и повторно синтезировать тот же самый лист следующей весной, а затем снова на все последующие годы до бесконечности. Это биологический круговорот углерода, короткий круговорот органического углерода. И мы подумали, что можем сделать то же самое с пластиком. Вот только пластик так не работает. Пластик не создан для этого, потому что это именно материал, который взаимодействует, деградирует и повреждается. Значит, это материал, который нельзя переработать. В итоге я бы сказал, что пластик выделяется на фоне всех остальных материалов.
Он не может реинтегрироваться в один из биогеохимических циклов, которые стабилизируют нашу экосистему. И это проблема номер один. И это что касается пластикового следа, дело не в углеродном следе. Речь идет о микро- и наноотходах, не макроотходы. Так что недостаточно просто не выбрасывать отходы, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды пластиком. Поэтому пластик – это материал с очень специфическим поведением. Мы не находим этого ни в одном другом материале, который до сих пор использовали люди. И эта раздробленность длится очень долго и заходит очень далеко, вплоть до микропластика и вплоть до нанопластиков. Размер пластиковых частиц уменьшается. Ну вот, это подводит нас ко второй серьезной проблеме. В твоем доме, в твоей спальне, в твоем мусорном ведре, на твоей улице. Или на природе. Каждый кусочек пластика стареет в отличие от любого другого материала, который до сих пор использовали люди. Ай, это немного смущает. Все эти пластики за сотни лет распадаются на миллиарды мельчайших частиц. А вокруг тебя их и так много, а у природы нет энергии, необходимой для их уничтожения. Ни один природный геохимический цикл не ассимилирует эти пластиковые частицы. Путешествуй и загрязняй. И эта фрагментация длится очень долго и очень эффективно. Чем меньше мы его сделаем, тем легче этот пластик будет перемещаться. По воде. По земле. По воздуху, как мы теперь знаем, он преодолевает огромные расстояния по воздуху. И да, это третья большая проблема. Эти крошечные пластиковые фрагменты становятся все более мелкими. Они становятся невидимыми для невооруженного глаза. Их легкость позволяет им путешествовать благодаря атмосферным циркуляционным течениям. И тем самым загрязнить все места на Земле. Пройди путь от самых глубоких океанов до ледников самых высоких гор. Проходи через реки, озера, почвы и города. Вкратце, кажется, ни одно место на Земле не осталось без внимания. Боже! Например, на этой фотографии изображен маленький прозрачный червячок, живущий в море. Если ты внимательно присмотришься, смотрите здесь, синяя штука. Это кусок синтетической ткани, из которой может быть изготовлен твоя куртка, твои занавески, твой ковер, твоя спортивная сумка, твое нижнее белье. Этот пластик перемещался по воздуху и падал вниз вместе с дождем. Ты даже можешь узнать, сколько кусков пластика падает каждый день на сайте plasticforecast.com. Это как сводка погоды, только для пластика. Прогнозы объединяют ежедневные измерения содержания пластика в атмосфере с данными о количестве осадков. Прогнозы указывают на количество пластика, которое будет падать каждый день. Это ежедневное напоминание о том, что производство пластика доводит нашу планету до предела. Производство пластика угрожает нашему здоровью и здоровью наших детей. Это ужасно, но есть причины надеяться. Хотя мы не можем контролировать прогноз погоды, у нас есть возможность управлять погодой для пластика. Выпадая вместе с дождем, эти крошечные пластики задерживаются в почве, которая нас питает. И ты ешь пластик, как и все остальные. Боже... А что, если мы скажем тебе, что каждый день ты глотаешь пластик? Микроскопические кусочки. Согласно исследованию WWF, опубликованному в 2019 году, мы потребляем эквивалент банковской карты. До 5 граммов пластика каждую неделю. Действительно, в этом исследовании, проведенном в 2020 году в Китае, ученые показали, что микропластик может проникать через трещины в эпидермисе корней пшеницы и салата. Этот пластик затем уносится соком растения до самого саммита, где пластик обнаруживается в съедобных частях. В другом исследовании показаны фотографии микропластика, обнаруженного в морковке и в яблоке, купленных на рынке в Италии. На данный момент в этих фруктах и овощах содержится всего несколько микропластиков. Но поскольку человечество продолжает производить все больше пластиковых отходов, поэтому мы продолжаем загрязнять почвы все больше и больше. На сайте Организации Объединенных Наций в статье, опубликованной в октябре 2022 года, ты также можешь прочитать следующее. Этот микропластик может изменить физическую структуру почвы под нашими ногами и ограничить ее способность удерживать воду. Они также могут влиять на растения, снижая рост корней и усвоение питательных веществ. Итак, через несколько лет наши колосья пшеницы, наши салаты, наши яблоки и наша морковь, будут ли они заполнены пластиком? Какой у них будет вкус? И кроме того, удастся ли им еще вырасти? Тайна! Вот более свежее французское исследование, проведенное в 2022 году. Данные показывают более точные значения количества микропластика, обнаруженного в яблоках, моркови и салате. Но также и в грушах и в брокколи, в таких животных, как ракушки, креветки, рыба, курица, а также в других продуктах питания, таких как мед и молоко. Также в сахаре и соли. И, наконец, в напитках, таких как водопроводная и бутилированная вода. Сладкие напитки.
И пиво. Не стесняйся обращаться к цифрам. Они впечатляют и варьируются от нескольких частиц до нескольких сотен тысяч частиц на грамм или литр. Так что это 4-я большая проблема пластика. Путешествуя, эти частицы, невидимые невооруженным глазом и неразрушимые, загрязняют все вокруг. Воздух, которым ты дышишь, вода, которую ты пьешь, а также почвы и океаны, которые тебя питают. Они заражают всех диких или одомашненных животных. И это загрязнение будет только увеличиваться, пока человечество резко не сократит глобальное производство пластика. Очевидно, что остановить это производство немного сложно. Я не наивный. Некоторые виды пластика очень полезны для нас. Но теперь спроси себя, перевешивает ли польза от каждого пластикового предмета, которым ты пользуешься, недостатки глобального загрязнения. Каждый день, каждый миг, прежде чем купить или использовать пластиковый предмет, потрать несколько секунд и задай себе этот вопрос. Согласен ли ты добросовестно ухудшить загрязнение всей своей еды и еды всех будущих поколений? Но давай продолжим. Переместись. Кроме того, он путешествует внутри органов живых существ, как только достигает наноскопических размеров. Но он также очень хорошо перемещается в микроскопических размерах. Пластмассы способны к транслокации. Пластик способен преодолеть барьер. Подожди, помедленнее. Натали рассказывает о естественных барьерах, которые защищают живые организмы. В частности, она рассказывает о естественных барьерах, которые защищают органы от физического нападения, химической или биологической атаки. Вирусы. Бактерии, грибки. Вот список из 6 основных барьеров, которые есть в твоем теле. Чтобы понять, как пластику удается проникать в твое тело, нужно разобраться, как работают эти барьеры. Давай рассмотрим функционирование той из них, которая защищает твой мозг. Большинство наших органов получают кислород и питательные вещества одинаково. Сердце перекачивает насыщенную кислородом кровь по артериям в кровеносную систему. Затем эти артерии разветвляются на более мелкие и мелкие кровеносные сосуды, называемые капиллярами. Капилляры окружают различные органы и имеют очень тонкие стенки. Через эти стенки могут диффундировать кислород, углекислый газ и другие соединения. Они попадают в кровоток или выходят из него. Центральная нервная система включает в себя головной и спинной мозг. Как и любой другой орган, он получает кислород и питательные вещества из крови. Но его органы немного более чувствительны к изменениям в их непосредственном окружении, поэтому им нужно немного больше безопасности вокруг их кровоснабжения, чтобы поддерживать стабильность. Вот тут-то и вступает в дело гематоэнцефалический барьер. ПББ. Это анатомическое разделение между капиллярами мозга и, собственно, мозговой жидкостью. Он состоит из нескольких различных структур, включая специальные клетки, эндотелиальные клетки. Этот БББ специально построен так, чтобы быть избирательно проницаемым барьером. Его стенки значительно тоньше, чем кровеносные сосуды вокруг мышц. Но клетки, из которых состоят капилляры, соединены плотными перемычками, которые практически ничего не пропускают. Капилляры вокруг некоторых других органов на самом деле имеют крошечные поры. Этого нельзя сказать о церебральных капиллярах, которые более непроницаемы. Я избавляю тебя от подробностей. Так что, как видишь, БББ не является абсолютно непробиваемым. Он просто более избирательно относится к тому, что пропускает через себя. Чтобы быть более избирательным, он содержит ряд транспортных белков. Эти транспортеры позволяют различным питательным веществам поступать внутрь, а отходам — выходить. Но важно отметить, что некоторые элементы могут проходить напрямую через клетки, не проходя через транспортер. Например, кислород или углекислый газ. Но эти две молекулы растворяются в липидах, из которых состоит жировая материя живых организмов, да и сама клеточная мембрана состоит из липидов. Таким образом, кислород и углекислый газ могут проходить непосредственно через мембрану. Так вот оно что. Давай вернемся к пластику. Почему он способен преодолеть барьер? Как это связано с тем, что этот защитный барьер состоит из липидов? Почему пластик может транслоцироваться? Он способен преодолеть барьер, потому что не является инертным. Другими словами, он сможет взаимодействовать с окружающей средой и поглощать вещества, встречающиеся ему на пути. Когда он приближается к мембранам, защищающим живые организмы, белки в органах взаимодействуют с самим пластиком. Пластик словно обрел плащ-невидимку. Это не единственная частица, которая делает это, но пластик делает это очень хорошо. Это называется короной,
которая представляет собой слой, образующийся вокруг частицы пластика. И твои органы уже не в состоянии распознать пластик как инородное тело, и поэтому пластик легко проходит барьеры. Посмотрим, как эта научная статья будет опубликована в 2023 году. Ты можешь прочитать, что исследователи просчитали различные процессы, которые происходят на уровне защитного барьера твоего мозга. В частности, они посмотрели, что может произойти, когда частица пластика приблизится к нему. Вот что они обнаружили. Эти черные шарики представляют собой полистирол. Серые шарики, окружающие пластик, представляют собой липиды, о которых мы говорили ранее. Изображен мозг, здесь оранжевым цветом, и он окружен своим защитным барьером, ВВВ, выделенным зеленым цветом. Когда замаскированный полистирол приближается к мозгу, вот что происходит. И вот, пожалуйста, полистирол легко вошел внутрь. Это печально, потому что этот липид, показанный здесь серым цветом, может быть холестерином, естественно присутствующим в крови. Ай, как это раздражает! Исследователи также провели эксперимент с мышами. Они подготовили полистироловые шарики 3 разных размеров. Они использовали 3 цвета, чтобы их было легче распознать. Они кормили 2 группы мышей. Первую группу кормили едой и пластиковыми шариками, а вторая группа питалась только едой. Затем, через 2 часа после еды, они убили мышей из каждой из 2 групп. Их мозг был разрезан на срезы и проанализирован под микроскопом. На этом фото изображен срез мозга мыши, которая не ела пластик. Большие зеленые и синие пятна, которые ты можешь здесь увидеть, это естественные части мозга. Эти пятна не идеально круглые и больше, чем шарики. А вот фотография среза мозга одной мыши из другой группы. Поэтому ученые утверждают, что эти маленькие зеленые точки — самые маленькие полистироловые шарики, использованные в эксперименте. Потребовалось менее 2 часов, чтобы пластиковые шарики достигли мозга. И ты тоже, как и все остальные, ешь пластик. В твоем мозгу сейчас происходит то же самое? Загадка. Так что это 5-я большая проблема пластика. Человечество не осознает, что оно не в силах контролировать эти пластиковые отходы. А пластик распадается на крошечные кусочки, способные попасть внутрь наших органов. И что хуже всего, они достигают даже самой защищенной части твоего тела. Твой мозг, который контролирует всю твою центральную нервную систему. Ай, ауч, ай! И что же теперь будет? Апоптоз. Ты знаешь, что фрагменты пластика, которыми ты дышишь, пьешь или глотаешь, могут попасть в твой мозг, спрятавшись за слоем жира. Итак, теперь давай посмотрим, как защитная система твоего мозга реагирует на такое вторжение. Чтобы понять это, мне нужно познакомить тебя с микроглиальными клетками. Эти клетки заботятся о вашем мозге и пытаются избавиться от слишком инвазивных фрагментов пластика. Сегодня мы знаем, что микроглия принципиально отличается от других клеток мозга. Они являются частью твоей иммунной системы. Одна из важнейших задач микроглии – очищать мозг от отработанных продуктов. Микроглия ищет мертвые клетки и вредных нарушителей, которые могут вызвать болезнь. И хотя исследователи часто говорят, что микроглия подметает этот мусор, то, что происходит на самом деле, гораздо гениальнее. В нормальном состоянии микроглия имеет несколько рук. Эти руки ощупывают все вокруг в поисках опасных захватчиков или поврежденных нейронов. Когда они находят проблему, они ее решают. Затем они убирают руки. Они превращаются в подобие блоб. И они съедают эту проблему. Микроглия проглатывает проблему. Затем они переносят съеденное в свои лизосомы. Крошечные внутренние мешочки, которые действуют как желудки. Лизосомы содержат пищеварительные ферменты. Эти ферменты расщепляют более крупные молекулы на более мелкие, которыми питаются микроглии. Благодаря этому данные клетки защищают тебя от опасных злоумышленников, например, вирусов. Но с пластиком этого не произойдет. Корейская исследовательская группа также заставляла мышей глотать флуоресцентные пластиковые шарики. Но на этот раз она длилась 7 дней. Когда они исследовали свои органы под микроскопом, то обнаружили в почках шарики. Этот орган мочевыделительной системы выполняет множество функций, в том числе выводит токсины из твоей крови. Слева ты можешь увидеть срез почки под микроскопом. Справа — изображение с красными флуоресцентными шариками.
Если ты сравнишь их с изображениями почек мышей, которых не кормили пластиком, то сможешь увидеть различия. И такие же различия есть в кишечнике или в разных частях мозга. В коре головного мозга, которая является основной частью твоего мозга и выглядит вот так. В гиппокампе, который спрятан в центре и играет центральную роль в запоминании и передвижении. И в мозжечке, который находится дальше сзади и контролирует твои движения. Таким образом, это исследование подтверждает, что через 7 дней пластиковые шарики смогли попасть в различные органы. В частности, пластмассовые шарики смогли преодолеть гематоэнцефалический барьер и до сих пор находятся там, практически везде. Но это еще не все. Используя красители, исследователи смогли обнаружить присутствие микроглии в этих областях. Здесь ты можешь увидеть их в 3 частях мозга, окрашенных в синий цвет. Эти синие области — лишь центральные части микроглиальных клеток. Другой метод показывает руки этих клеток, здесь они выделены зеленым цветом. А совместив эти два изображения, ты, возможно, сможешь лучше узнать зверя, питающегося отходами. Пластиковые шарики расположены в той же области, что и микроглия. Поскольку микроглия должна защищать мозг от вторжения, микроглия должна съесть пластик. Что ж, корейские исследователи, очевидно, задали себе тот же вопрос. Но, к сожалению, посмотреть на это в срезе мозга мертвой мыши не представляется возможным. Однако есть более приятный способ сделать это. Используй человеческие микроглиальные клетки HMC3, выращенные в лаборатории. Клетки HMC используются для изучения того, что может происходить в вашем мозге. В течение этого времени исследователи могут наблюдать за развитием HMC под микроскопом. Вы можете увидеть их форму на этом изображении. Руки контролируют то, что происходит вокруг клеток. При нормальных условиях жизни количество клеток должно удвоиться через 2 дня. Тогда через 3 дня количество клеток должно утроиться. Чтобы проверить влияние пластика на микроглию, исследователи добавили пластик в культуру. Исследователи увидели, что через 24 часа количество клеток значительно увеличилось. Их было почти в 2 раза больше. Но затем количество клеток странным образом уменьшилось после 2-го дня культуры. Клеток было меньше, чем в обычных условиях, и это снижение продолжалось до 3-го дня. Там было меньше половины ожидаемого нормального количества клеток. Странно, не правда ли? Более того, через 24 часа ты видишь, что шарики, здесь желтым, находятся внутри щупальцевых частей микроглии, здесь зеленым. И да, микроглия действительно их съела. Круто, но что будет дальше? В статье исследователи объясняют, что провели батарею биохимических тестов. Сначала они измерили различные маркеры в самом начале клеточной культуры. И они снова измерили те же маркеры через 24 часа. На этих рисунках чем темнее след, тем больше биохимического маркера присутствовало в культуре микроглии. Результаты показывают, например, что сурвивин уменьшился через 24 часа. Это молекула, которая предотвращает саморазрушение микроглии. Без сурвивина клетки позволят себе умереть в результате процесса, который называется апоптоз. Результаты также показывают, что многие маркеры увеличиваются подобным образом. Я не буду вдаваться в подробности, но ты должен знать, что это маркеры, которые на самом деле способствуют апоптозу. Этот процесс является одним из возможных путей гибели клеток. Апоптоз генетически запрограммирован и необходим для развития и выживания живых организмов. Но здесь этот апоптоз, весьма вероятно, является преждевременной гибелью клеток в ответ на какой-то сигнал. И этот сигнал, безусловно, связан с отравлением пластиком, который поедают микроглии. Это 6-я серьезная проблема, которую человечество не может контролировать. Пластмассы могут действовать как нейротоксические агенты, вызывая преждевременную гибель микроглии. Это немного раздражает, ведь микроглия — это иммунная защита мозга. Что произойдет, если твой мозг больше не сможет защищаться? К сожалению или к счастью, мы пока не знаем. Но давай не будем ждать, пока это произойдет, прежде чем начать действовать. Что делать? Нам нужно максимально ограничить глобальное загрязнение, а значит и производство пластика. А для этого ты можешь просто перестать их покупать, начиная с одежда и упаковка из синтетических волокон. Полиэстер, лиоцел, полиамид, пинатекс, акрил, вискоза, эластан, модал, полиуретан, купро. Пластиковые пакеты, пищевая стрейч-пленка, бутылки, лодки.
банки, пузырчатая пленка, пакеты для заморозки. Между собой синтетическая одежда и пластиковая упаковка составляют более 50% пластика, производимого во всем мире. Если ты также сможешь обойтись без не самых необходимых предметов повседневного обихода, то сможешь сделать что-то с более чем 60% мирового пластика. Посуда, кухонные принадлежности, соломинки, цветы, игрушки, воздушные шары, блестки, гирлянды, буйки, мебель, трава, ковры, ковровые покрытия и обивка, спортивные сумки. И я мог бы продолжить. Что касается одежды, упаковки и всех этих предметов, то ты можешь обойтись без них или найти менее токсичные альтернативы. Все, что тебе нужно сделать, это оглядеться вокруг или спросить в магазинах. Если ты не можешь найти альтернативу для чего-то, дай мне знать в комментариях, и я постараюсь тебе помочь. Прежде всего, не забывай, что пластик путешествует, поэтому нам нужно приложить глобальные усилия. Над этим работают многие неправительственные организации. Не стесняйся помочь им, став волонтером, подписав петиции или сделав пожертвования. И самое главное, распространяй информацию. Поскольку мы не страусы, люди должны знать об этих невидимых опасностях. Потому что, познав опасность, они уже никогда не будут прежними. Они уже никогда не будут прежними. Они уже никогда не будут прежними.